Привет, друзья! Еще один вкусненный рецепт на канале «Специи по вкусу». И для этого десерта вам не понадобится ни соль, ни перец, ни даже слезы доморощенных кулинаров. Просто делайте так, как я показываю, у вас замечательно каждый раз получится такой нежнейший, вкусненный такой японский чизкейк. Его иногда еще называют шелковый чизкейк. Если вы его никогда не пробовали, я настоятельно рекомендую, попробуйте обязательно. Это очень вкусно. Делается это из очень простых ингредиентов, которые наверняка уже у вас есть в холодильнике. Крем-чиз. Крем-чиз, кстати, можно заменить обычным творогом. Вкус будет чуть-чуть отличаться, но тоже получается необычайно вкусно. Я много раз делал. Так вот, крем-чиз, яйца, мука, молоко, масло и сахар. Я тут еще заметил, что 91% моих зрителей до сих пор почему-то не подписаны на мой канал. Чего же вы ждете? Если видео понравилось, лайк хотя бы поставьте. Мне будет очень приятно. Ну, теперь перейдем к рецепту. Ингредиенты абсолютно простые, но, как всегда, здесь есть небольшой секретик. Секрет заключается в технике, я вам сейчас ее подробно покажу. Итак, смотрим, как делать нежнейший, вкусненный японский шелковый чизкейк. Начнем рецепт с урока кройки и шитья. Из кондитерской бумаги вырежем вот такие вот кружочки на донышко и полосочки, чтобы полностью закрыть наши формочки изнутри. Если ваши формочки не пригораемые, я все равно вам рекомендую туда положить кондитерскую бумагу, потому что будет намного проще. Теперь намажем формочки изнутри маслом, только для того, чтобы эта бумага просто хорошенько прилипла. Вот так вот аккуратно лепим бумагу внутрь формочки и ставим их в холодильник. Теперь вкинем в кастрюлю 200 граммов крем-чиза, добавим 20 граммов масла, добавим 50 граммов молока. И ставим это на плиту на небольшой огонь, только для того, чтобы сыр растворился и чтобы вся эта масса хорошенько перемешалась и достигла вот такой вот консистенции. Теперь, пока масса достаточно теплая, еще добавляем туда 40 граммов муки и тщательно все это перемешиваем, пока оно не достигнет вот такой вот консистенции. Теперь туда добавим чайную ложку ванили по вашему вкусу и теперь тщательно все это перемешиваем до однородности. Теперь нам здесь не хватает еще 3 яичных желтка. Давайте разделим яйца. Белки будем взбивать, а желтки кинем назад вот туда в нашу смесь. Прежде чем взбивать белки, туда надо добавить 1 чайную ложку лимонного сока и граммов 50 сахара. Теперь взбиваем белки до мягких вот таких вот пиков, вот где-то вот так вот. Видите, наша смесь немного желтоватая, это потому что я туда 3 желтка добавил. Перекладываем это все в отдельную посуду, просто для удобства. И точно так же, как я делал это в моем видео с малиновым суфле, добавляем треть яичных белков в нашу смесь и тщательно все это перемешиваем. После того, как все перемешалось, добавляем остатки белков в нашу смесь и все это перемешиваем до однородности, пока не останется белых таких полосок. Вот, и переливаем это все аккуратно в наши формочки. Формочки можно использовать маленькие, большие, никакой разницы. Теперь их надо обязательно немножко постучать, для того, чтобы выпустить воздух, может там внутри какие-то пузыри остались или еще чего. И возьмите зубочистку или вилку или какую-нибудь палочку и концентрическими кругами просто все это проведите внутри. Просто для того, чтобы убедиться, что там внутри не осталось никаких больших пузырьков воздуха, из-за которых чизкейк просто может поползти куда-нибудь в сторону. Формочки у меня разборные и снизу у них есть небольшие щели, поэтому я их заверну в фольгу для того, чтобы внутрь не попала вода. Теперь берем противень с силиконовым матрасом, если его нет, просто положите на дно маленькое полотенечко и наливаем туда кипятка, так, может, глубиной с палец где-то. Ставим туда наши формочки, или если у вас одна формочка, ставьте одну формочку и засовываем это все в духовку на 100 градусов Цельсия. В Фаренгейтах это будет где-то 210 на час 15 минут. Обязательно соблюдайте время и температуру, потому что если у вас будет очень большая температура, этот чизкейк моментально вот так вот взорвется, в реальном смысле вот такой он будет в 3 раза больше. И, естественно, подгорит, потом упадет куда-нибудь в сторону, будет жутко некрасиво. Так что
100 градусов Цельсия, 210 Фаренгейта на час 15 минут. Через час и 15 минут повышаем температуру духовки до 180 градусов Цельсия, и по Фаренгейту это около 350. И оставляем его еще там минут на 15-20. В этот момент уже смотрите по цвету верхней корочки, как вам она нравится. Такого цвета, как она больше пригорелая, меньше пригорелая, где-то от 15 до 20 минут. Ну вот, практически все. Дадим им немного остыть, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Нежнейший, сочный такой вот десерт. Очень вкусно. Попробуйте, пожалуйста, я вам рекомендую, я даже настаиваю, попробуйте этот десерт, вам обязательно понравится. Ну и как всегда, если вам понравилось видео, не стесняйтесь, ставьте лайки. На сегодня все, увидимся в следующий раз. Всем пока.